Все началось, как и любое другое археологическое раскопки. Группа израильских и американских археологов тихо работала возле забытого участка иудейских холмов, без освещения в прессе, без официальной поддержки. Только слухи о древнем свитке, намекавшем на скрытую камеру под руинами. Большинство считало, что это очередной тупик, пока их георадар не показал что-то неестественное. Под 30 футами камня и земли находилась огромная прямоугольная камера, идеально вырезанная, нетронутая, возможно, на протяжении тысяч лет. Форма, расположение, размеры – все совпадало с описаниями, найденными в библейских текстах. И тогда один из членов команды прошептал слова, которые никто не осмеливался произнести вслух. Неужели это ковчег? Они держали место в секрете, замаскировав вход в камеру, прежде чем правительство могло вмешаться. То, что они обнаружили внутри, было не просто древним. Это было не похоже ни на что, что они когда-либо видели. Затем произошло нечто еще более странное, когда они открыли хранилище. Хранилище было запечатано известняковыми плитами, которые не трогали веками, а может быть и дольше. На то, чтобы вскрыть его, ушли часы. То, что они увидели внутри, заставило взрослых мужчин застыть. Золотой сундук, около 4 футов в длину, 2 в ширину и 2,5 в высоту, богато украшенный резьбой, 2 крылатые фигуры на крышке. Никакой коррозии, никаких признаков разрушения, только сверкающее золото, нетронутое временем. Когда один из археологов потянулся к нему, все электронные устройства поблизости тут же отключились. Никакого электричества. Камеры перестали записывать. Свет померк. Казалось, что сундук поглощает энергию. Некоторые из членов команды захотели немедленно уйти. Другие настаивали, что это просто совпадение. Они приподняли объект ровно настолько, чтобы подтвердить свои худшие опасения. Это была не копия. Это не был обман. И тогда они заметили отметины, выгравированные по основанию, на древнееврейском языке. Но следующее открытие поколебало их веру во все, что они думали, что знали об этом артефакте. Внутренние стены камеры были покрыты странной черной сажей, словно что-то здесь яростно горело. Но ковчег остался совершенно нетронутым. На нем не было ни пепла, ни следов ожогов, будто он был защищен, пока все вокруг было уничтожено. Там были и кости. Останки людей, несколько скелетов, все они были прислонены к дальней стене. Некоторые были свернуты в позу эмбриона, другие вытянуты, будто в момент бега. Не было никаких признаков травм, только смерть, внезапная и безмолвная. Именно тогда один из археологов вспомнил старые истории о людях, которые прикасались к ковчегу и тут же умирали. Они всегда считали это мифом до этого момента. Команда покинула камеру потрясенной. Но когда они пересматривали одну из уцелевших аналоговых записей, на пленке они заметили нечто. Низкий гул, почти напоминающий песнопение, которого никто не слышал вживую. И этот гул навел их на еще более жуткую теорию. В лаборатории ученые попытались проанализировать ковчег, но ничего не сработало. Ни рентген, ни химический анализ. Даже материалы не поддавались объяснению. Золотой сплав на поверхности не имел аналогов в современной науке, а древесная облицовка под ним не соответствовала ни одному известному виду. Но самое странное, от него исходило слабое электромагнитное поле, постоянное, пульсирующее, словно сердцебиение. В течение следующих нескольких дней все, кто прикасался к нему, начали испытывать странные симптомы. Яркие сны, кровотечение из носа, даже временную слепоту. Один человек рухнул посреди фразы, утверждая, что слышал голоса, поющие изнутри золота. Тем не менее, они продолжали работать, пока не приехало правительство, не остановило все и не забрало ковчег. Но один ученый успел скопировать часть свитка, найденного рядом, и этот свиток привел к открытию, скрытому гораздо глубже, чем кто-либо мог представить. В течение 24 часов после прибытия правительства всю команду разделили, допросили и обязали подписать строгие соглашения о неразглашении. Лаборатории были обысканы, оборудование конфисковано, спутниковые снимки удалены. Казалось, будто этого места никогда не существовало. Один разоблачитель, техник по имени Дэниел Нокс, сбежал из страны и выложил в интернет зернистое видео. В нем он описал, как солдаты сопровождали ковчег в ящик с облицовкой из свинца, на котором был только странный черный символ. На следующий день его аккаунт был удален, телефон отключен. С тех пор его никто не видел. Но незадолго до исчезновения Дэниел отправил сообщение другу в Иерусалиме, а также копию древнего свитка. И то, что было раскрыто в этом свитке, заставило небольшую команду поспешить к месту, о котором раньше никто не думал. В свитке упоминалось второе место укрытия – под горой, где пали 2 храма. Это могло означать только одно
Храмовая гора в Иерусалиме. Но никто никогда не осмеливался копать там. Политическая напряженность, религиозное значение и историческая важность сделали это место самой охраняемой землей на планете. Тем не менее, формулировка была однозначной. В свитке упоминалась палата зеркал под краеугольным камнем, запечатанная во времена Иеремии. Скандальный профессор из Тель-Авива, которого долгое время считали сторонником теории заговора, выдвинул эту гипотезу десятилетия назад. Никто не прислушивался до сих пор. Используя подземную технологию сканирования, которую тайно доставляли по частям, команда сканировала под горой. То, что они нашли, ошеломило даже скептиков. Пустоты именно там, где описывал свиток. Но было и кое-что еще. Странное магнитное излучение, не похожее ни на одно природное. Это магнитное поле вскоре должно было раскрыть еще одну давно забытую тайну, веками скрывавшуюся у всех на виду. Историки всегда удивлялись некоторым артефактам в Израильском музее, странным реликвиям без установленного происхождения, просто обозначенным как ритуальные предметы или фрагменты храма. Но после сравнения символов со свитка с музейными записями, один исследователь заметил нечто странное. Артефакт, который долгое время считался просто украшением, позолоченная плита с выгравированными загадочными символами, совпадал с рисунком в свитке. Это было не просто украшение, это была карта, указатель, ведущий прямо к подземной камере под Храмовой горой. Символы образовывали узор, звезду, наложенную на извилистую тропу. Когда этот путь прослеживали, он идеально совпадал со старыми туннелями эпохи крестоносцев, которые в основном были запечатаны. Это была не случайность. Это был зашифрованный маршрут к чему-то большему, и, как оказалось, этот путь уже был пройден загадочной группой, связанной с одной из древнейших легенд об Арке. На протяжении веков эфиопские жрецы утверждали, что ковчег был перевезен в Аксум. Охраняемая часовня там, известная лишь немногим, якобы хранила ковчег под вооруженной защитой избранного стража, который никогда не мог покинуть это место. Большинство западных ученых отвергали это утверждение, но новые доказательства, найденные в свитке, связывали эту легенду с Иерусалимом, упоминая ветвь льва, которая бежала на юг, неся огонь небес. Эта ветвь льва была известным обозначением Соломоновой династии. Что это означало? Ковчег был временно перевезен в Эфиопию, а затем тайно возвращен обратно. Фотографии из часовни в Аксуме показывали загадочный пустой пьедестал, окруженный следами ожогов. Там что-то было, и что бы это ни было, оно исчезло совсем недавно. Но зачем его вернули, и кто это сделал? Скоро загадочное письмо от американского разведчика должно было раскрыть следующую часть головоломки. В начале 1940-х годов секретная миссия привела группу союзных оперативников на Ближний Восток, якобы в поисках культурных сокровищ стратегического значения. В их записях, рассекреченных лишь десятилетия спустя, упоминался необычный контейнер, найденный на раскопках в Египте, но так и не зарегистрированный ни в одном официальном музее. В документах постоянно всплывало одно имя – доктор Эмери Фостер, настоящий археолог и, по слухам, прототип Индианы Джонса. В его последнем отчете описывалось нечто жутко похожее на ковчег, золотое, радиоактивное и непригодное для транспортировки. Но вот в чем загвоздка. Отчет Фостера обрывается внезапно. Последняя страница зачеркнута, местоположение засекречено, и об этом объекте больше нигде не упоминалось, пока вышедший на пенсию агент США, измученный тайнами, которые он больше не мог хранить, не отправил посылку журналисту в Иерусалиме с координатами и фотографией, существование которой казалось невозможным. Журналист Дэвид Лавон сначала не поверил этому. Размытый снимок Polaroid, на котором был изображен золотой сундук, окруженный людьми в защитных костюмах. На обратной стороне фотографии была простая надпись «Синай, 1968». Рядом лежала карта с отмеченными кругами, один из которых совпадал с недавним радиолокационным сканированием под Храмовой горой. Лавон осторожно последовал за этой зацепкой, опасаясь перехвата. Он встречался с бывшими сотрудниками Моссада, археологами и даже бывшим архивариусом Ватикана, который видел похожие фотографии десятки лет назад. Согласно письму агента, ковчег перемещали как минимум 3 раза со времен Второй мировой войны, но теперь он снова находился в исходной камере по причине, которую никто не понимал. «Они к чему-то готовятся», — предупреждало письмо, «к чему-то, что случится скоро». И как только Лавон подумал, что разгадал тайну до конца, на его пороге появилась коробка с древними монетами без обратного адреса.
Монеты были древними, серебряными шекелями периода второго храма, но они не были музейного качества. Они были в идеальном состоянии, словно их не трогали, не закапывали и не подвергали воздействию среды. Эксперты не могли это объяснить. Рядом с ними лежал обрывок пергамента с координатами, совпадающими с местом раскопок, недавно без объяснения закрытым израильским правительством. Лавону удалось пробраться туда под видом геодезиста. То, что он обнаружил, было местом, поспешно засыпанным землей, залитым бетоном входом, а оставленное снаряжение намекало на то, что что-то отсюда унесли в спешке. По черному рынку артефактов поползли слухи. Говорили, что частный коллекционер из Швейцарии заплатил свыше 10 миллионов долларов за реликвию, не принадлежащую этому миру. А кто же перевозил эти реликвии? Не только археологи, но и наемники, разведчики и частные подрядчики. Кто-то собирал древние источники энергии, и одно имя всплывало снова и снова – учреждение, которое всегда отрицало свою причастность. Это были не просто слухи. Существовали настоящие документы, вывезенные из секретных архивов Ватикана бывшим монахом, ставшим разоблачителем. Он утверждал, что церковь знала о местонахождении ковчега с XII века и что несколько пап санкционировали тайные экспедиции по его поиску. Все они потерпели неудачу, но одно письмо, датированное 1592 годом, выделялось среди остальных. Обращенное к кардиналу в Иерусалиме, оно описывало священное пламя под камнем, охраняемое светом, который ослепляет. В письме ковчег назывался не мифом, а живой силой, и в нем предупреждалось, что его перемещение может спровоцировать события, не подвластные человеку. Молчание Ватикана было не случайным. Оно было стратегическим. Они знали о силе, скрытой под Святой Землей, и были не единственными, кто наблюдал. Вскоре появятся загадочные видеозаписи, на которых будет запечатлено нечто, противоречащее науке и вере. Туннели под Иерусалимом, лабиринт. Одни созданы природой, другие вырезаны людьми за тысячелетия. Группа независимых исследователей с приборами ночного видения и тепловизорами засняла нечто жуткое. Вспышки синего и белого света, появляющиеся из ниоткуда. Не было обнаружено известных источников электричества. Не фиксировалось тепловых следов. Только вспышки света, почти как плазма, пульсирующая вдоль стен. Один из мужчин потерял сознание во время съемки, утверждая, что почувствовал, как нечто прошло сквозь него. Словно волна статики и холода. Позже ему был поставлен диагноз – тяжелая нейротравма, несмотря на отсутствие видимых повреждений. Запись была анонимно отправлена Левану, который подтвердил ее подлинность. При покадровом замедлении одной из вспышек света на мгновение проявилась форма, едва различимая, но напоминающая верх ковчега с крылатыми фигурами, искрящимися энергией. А в следующем зале они обнаружили нечто еще более невозможное. Среди самых старых планов Храмовой горы, хранившихся в пыльных ящиках Османского архива в Стамбуле, были вручную нарисованные чертежи внутренней комнаты, которую никогда не раскапывали и официально не признавали. Однако, один из фрагментов свитков, найденных рядом с ковчегом, описывал ту же самую планировку с пугающей точностью. В нем упоминались комнаты резонанса, предназначенные для сдерживания того, что свиток называл «Хаколь Элохим» — голос Бога, силу, которую не должны слышать смертные уши. Комната была круглой, облицованной полированным камнем для отражения звука и энергии. По сути, это была библейская клетка Фарадея. Чертежи указывали, что в комнате имелись механизмы, рычаги и замки, предназначенные для того, чтобы запечатать ковчег, если он когда-либо станет нестабильным. Это было не просто хранилище, а изолятор, и, согласно свитку, замки выходили из строя. То, что случилось с командой, обнаружившей их, могло бы напугать даже самого закаленного скептика. Это были профессионалы, 4 археолога и 2 военных сопровождающих. У них были допуск, оборудование и приказ задокументировать комнату, отмеченную на чертежах. Они вошли туда в понедельник. Они так и не вышли. 2 дня спустя прибыла резервная команда. Они нашли только инструменты. Никаких следов борьбы, ни крови, ни следов. Только 6 фонариков, аккуратно разложенных по кругу. В центре обожженное пятно на камне, которого раньше не было. Запись с камер наблюдения дала сбой, когда первая команда вошла в комнату. Аудиозаписи зафиксировали едва различимый шепот на неизвестном языке. Одни говорили, что он звучал как арамейский, другие, что это было нечто нечеловеческое. С тех пор камера остается запечатанной. Однако позже в доме одного из пропавших археологов нашли записку, написанную за несколько дней до экспедиции. В ней было написано: «Если мы не вернемся, не открывайте это снова». Но кто-то все же открыл.
После исчезновения команды, израильское правительство запечатало камеру армированным бетоном, но перед этим была предпринята последняя попытка просканировать помещение с помощью дальнодействующих акустических сенсоров. Результаты привели всех участников в ужас. Они зафиксировали низкочастотные вибрации, повторяющие узоры, напоминающие человеческую речь. Эксперты отфильтровали шум и усилили запись. То, что они услышали, были фрагментированные фразы на древнееврейском, которые переводились как «не будите огонь» и «он наблюдает». Некоторые списали это на геологические помехи. Другие считали, что это остаточная энергия, эхо чего-то древнего, чего-то разумного. Свиток предупреждал, что ковчег — это не просто реликвия, он был стражем. И если он был жив хоть в каком-то смысле этого слова, то следующее открытие подтвердило, что он может быть не один. Документы, найденные в ранее неизвестной пещере Мертвого моря, раскрыли нечто шокирующее. Упоминание не об одном, а о 3 священных сосудах – пламени, свитке и голосе. Ковчег был лишь одной частью триады, и считалось, что все 3 составляли единый божественный механизм. Считалось, что свиток содержит изначальные законы, не скрижали Моисея, а нечто более древнее. Что означал голос, никто не знал, пока глубоко под горой Нева не была найдена реликвия, покрытая концентрическими кругами и символами, совпадающими с теми, что были на основании ковчега. Это был не просто предмет. Он был частью системы. И если ковчег был активирован, намеренно или случайно, другие могли откликнуться. Со всего мира начали поступать сообщения, огни, вибрации, даже массовые галлюцинации возле других древних мест. И внезапно истинная значимость открытия ковчега стала пугающе очевидной. В течение веков ковчег был символом, мифом, но теперь было доказано, что он реален и активен. Это изменило правила игры не только для археологов и историков, но и для мировых держав, религиозных институтов и разведывательных агентств. А что, если ковчег вообще не был создан людьми? А что, если его оставило нечто более древнее или внеземное? Свитки говорили о пламени, несущемся на крыльях, и голосах, звучащих из бури, о писаниях, которые зловеще напоминают современные свидетельства о неопознанных воздушных явлениях. Если ковчег был устройством, а не реликвией, для чего он был создан? Некоторые считали, что это оружие, другие, что это средство связи или печать, удерживающая что-то в заперти. Но если его активируют не те люди, могут быть высвобождены не только тайны. С момента открытия все, кто пытался заговорить, исчезали. Письма Левона были удалены, осведомители исчезли. Журналистов отстраняли от расследования. Ведущий исследователь в Лондоне загадочно погиб после публикации теории, связывающей ковчег с гамма-всплесками. Правительства отрицали все, но утекшие документы показали сокращение финансирования, отмену программ и молчаливое сотрудничество между соперничающими странами. Они не спорили о праве собственности. Они боялись того, что может сделать ковчег и кто может прийти за ним. И все же последний фрагмент доказательств скрыть не удалось. Появилось последнее видео, тайно вывезенное с запечатанного иерусалимского объекта, раскрывающее то, что было скрыто в камере под камнем. Видео было коротким, меньше минуты, но оно изменило все. На нем ковчег слабо светился, паря над землей. Вокруг него символы на стенах камеры мерцали, словно огонь. А в центре комнаты нечто похожее на разрыв в пространстве, не тень, не отражение, а рябь, дверь. Камера задрожала. Громкое гудение наполнило воздух, и затем экран погас. Послание было ясно. Ковчег пробудился. Звал ли он кого-то или предупреждал нас, никто не знал. Но одно было несомненно. Ковчег Завета никогда не был утерян. Он ждал,